Всем привет-привет! Вы на нашей кухне, и сегодня мы приготовим блюдо, которое невозможно съесть аккуратно. Это булочки с тефтельками, приготовленные дома. Это блюдо можно делать хоть на обед, хоть на ужин, хоть на завтрак. Оно объедение. Фарш можно взять как из телятины, так и из свинины или мешанный свинина-телятина. Короче, просто фарш. Соус песто, он бывает разного состава, разного цвета, бывает зеленый, бывает красный. Сегодня мы взяли красный. Можно взять томатная паста или кетчуп, но идеально консервированные помидоры. У нас закончились наши консервированные помидоры, поэтому мы купили покупные маленькие консервированные помидорки. Моцарелла. Моцарелла тоже может быть любой фирмы, главное, чтобы это была моцарелла. Можно взять маленькие шарики, можно большие. И свежие булочки, можно взять мелкие, можно крупные, главное, чтобы они были свежими. Представьте себе пышные булочки с тефтельками, томатный соус с сыром и изысканные нотки песто. Обещаю вам, вы будете в восторге, ведь блюдо готовится всего 20 минут. Таким блюдом повара балуют себя дома, когда хочется чего-нибудь вкусненького. А здесь у нас красивейший фарш, достаточно 400 грамм. Сыпем соль, перец. А теперь песто. Кладем из банки 4 чайные ложки. Песто далеко не убираем, оно нам еще понадобится. Песто поможет слепить фарш и придать ему изысканный, насыщенный вкус. Ведь в соусе песто есть разные приправы: чеснок, толченый базилик, сыр, томаты, в общем, то, что нужно. Выливаем на сковороду столовую ложку оливкового масла. Много не нужно, достаточно столовую ложку. Потому что соус у нас получится довольно хороший, большой, его будет много. И расскажу вам маленький лайфхак. Для того, чтобы тефтельки хорошо формировались и хорошо слеплялись, нужно, вот специально поставил стакан воды, нужно руку смачивать водой и формировать тефтельки. Тогда они не будут прилипать к рукам и будут формироваться ровненькие. И как только масло нагреется, приступаем к жарке. Формируем следующий шарик. Тефтельки желательно делать одного размера, чтобы они были одинаковые. Лепить тефтельки такое домашнее уютное занятие. И нужно их постоянно помешивать, чтобы они не пригорали. Если масса начнет немножко пшикать, то нужно огонь чуть-чуть убавить, чтобы был средний сильный огонь, но не маленький. Если чувствуете, что тефтельки прилипают, смочите еще раз водичкой руки. Это не как котлеты, их не надо вот так вот стукать, их достаточно скатать в колобочки. Жарятся тефтельки 5-6 минут. Должны приобрести такой золотистый оттенок. Кто тефтельки лепит медленно, можно их заранее подготовить, слепить и потом выложить на сковороду. Тефтельки должны приобрести такой золотистый цвет. Соус песто даст им сочность. Если какая-то тефтелька разломалась, ничего страшного, не переживайте.
После того, как шарики покроются золотистой корочкой, мы добавляем в них томатную пасту, ну, либо в нашем случае томаты. На чисто вымытую руку выливаем томатную пасту. Если это томаты, разламываем их, размельчаем. Баночку не выбрасываем, отставляем в сторонку. Моцареллу нужно брать обязательно, которая с жидкостью, не та, которая сухая просто, а с жидкостью. Это нужно для того, чтобы, срезав пакетик, вылить жидкость в баночку. Распаковываем моцареллу. Она выглядит прекрасно. Теперь мы нарезаем моцареллу на тонкие ломтики. И откладываем нарезанную моцареллу в сторонку. Не забываем помешивать наши тефтельки и эту жидкость, которая от моцареллы, выливаем сюда же. Безотходное производство. Запах просто божественный. Берем вторую сковороду и просто ее нагреваем. На ней мы будем обжаривать или доводить до кондиции булочки. Булочки нужно предварительно разделить, подготовить. Это маленькие булочки для детей. Это большие булочки для взрослых людей. Булочки можно испечь самостоятельно. Как-нибудь мы вам покажем, как это делается. Можно просто купить булочки. Прижимаем, чтобы они прогрелись и немножечко прям чуть-чуть обжарились. Не забываем помешивать наши тефтельки. Они прям колокочат. Когда вы будете пробовать, вы получите настоящее удовольствие. Выкладываем моцареллу кусочками на тефтельки, ровно сверху, на каждую тефтелечку по кусочку моцареллы, чтобы она начала плавиться и обволакивать ее. Это будет очень красиво и очень вкусно. И накрываем крышкой, чтобы моцарелла полностью расплавилась и обволокла тефтелечку со всех сторон. Булочки прогреваем, слегка обжариваем. Посмотрите, как красиво обтекает моцарелка нашей тефтельки. Просто вкуснятина. Булочки готовы вместе с нашими тефтельками. Теперь берем соус песто и 1 чайную ложечку тщательно размазываем на булочку. Одной ложечки песто достаточно на булочку. Это придаст пикантность и очень-очень вкусную насыщенность. И маленькие булочки то же самое. Одной баночки песто хватает ровно на то, чтобы изготовить это вкуснейшее блюдо. Мягкие булочки пропитаются соусом. И теперь нужно аккуратно выложить наши тефтельки. Это просто бомба. Она расплавилась и тянется. Если захватится небольшой кусочек томатов, то будет классно.
Ух ты, как это выглядит шикарно. И накрываем булочкой. Слегка придавливаем. Подается это на тарелочке, и помимо всего это подается с соусом, который находится в сковороде. Это нужно просто попробовать. Соус, это получается очень вкусно. Макая бургер в соус, это неаккуратно, но это очень вкусно.